Всем привет! Компания OnePlus, которая официально перешла в состав Oppo, совсем недавно представила замечательный смартфон OnePlus 10 Pro. Если сравнивать его с предшественником, то мы получили новый процессор, чуть обновили дизайн, добавили 500 мАч в батарее и увеличили мощность быстрой зарядки. Но забрали IP68. И вот не успели люди отойти от презентации, как в сети появились данные, что OnePlus готовит еще один новый смартфон под названием OnePlus Nord 2T, который придет на смену, конечно же, модели Nord 2. По предварительным данным, новинку должны представить в феврале этого года, но уже сегодня очень известный инсайдер сообщил практически все технические характеристики данного народного смартфона. И они, честно говоря, удивляют, если учитывать стоимость его. Итак, основные фишки смартфона OnePlus Nord 2 это отличный экран, выполненный по технологии AMOLED диагональю 6,43 дюйма. Новая аппаратная платформа MediaTek Dimensity 1300. 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Основная камера на 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, ну и, конечно же, цена. Всего 399 евро. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон OnePlus Nord 2T получит достаточно неплохой экран. AMOLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, то есть Full HD+, и кадровой частотой 90 Гц. А это нам дает сниженное потребление энергии при показе темных тонов, так как при отображении черного цвета дисплей не светится, а при показе смешанных оттенков может выдавать повышенную яркость. За счет этого AMOLED-экраны демонстрируют лучшую контрастность и глубину черного. А вот в процессе отображения белого AMOLED-панели демонстрируют схожий или даже больше, чем у IPS, расход заряда батареи. Так что имейте это в виду. То есть тут уже решайте сами, подходит ли вам AMOLED-экран или все-таки выбрать IPS. В основу аппаратной платформы ляжет MediaTek Dimensity 1300. Про данный процессор информации на данный момент немного. Известно только, что изделие будет производиться по 6-нанометровой технологии. В состав чипа войдут ядра Cortex A78 и 9-ядерный графический ускоритель Mali G77MC9, что является большим плюсом. Утверждается, что по сравнению с процессором предыдущего поколения производительность связки вычислительных ядер увеличилась на 30%, графического узла на 40%. Прирост быстродействия блока искусственного интеллекта достигает 82%. Ну и теперь о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон OnePlus Nord 2 поступит в магазины по рекомендованной цене всего в 399 евро. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. OnePlus Nord 2T стоит 399 евро. Это плюс-минус 35 тысяч рублей. Давайте возьмем до 37. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей памяти. 20 моделей. Это Samsung Galaxy S20 FE, Google Pixel 5a, Realme GT Master Edition, Samsung Galaxy M52, Poco F3, Xiaomi 11 Lite 5G NE. На мой взгляд, как ни странно, основной конкурент OnePlus Nord 2T это Samsung Galaxy M52. Как вы видите, минимальная стоимость данного смартфона 26 тысяч. Максимально 38. Это почти в 12 тысяч рублей разбежка. Но благо e-каталог собрал
всех полностью продавцов, которые сейчас есть на рынке. И вы можете для себя выбрать того продавца, который сейчас вам предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя также что-то отметите. А если вдруг у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Объемы оперативной памяти составят 6, 8 или 12 гигабайт LPDDR4X. Напоминаю, память LPDDR4X отличается от памяти LPDDR4 лишь в одном. Напряжение питания шины составляет 0,6, а не 1,1, как у памяти LPDDR4. За счет этого подсистема памяти LPDDR4 потребляет на 10-20% меньше, чем подсистема памяти LPDDR4. Флеш памяти будет 128 или 256 гигабайт, что немаловажно UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве, что, на мой взгляд, достаточно интересное решение в 2022 году. В качестве операционной системы выступит Android 12 с интерфейсом Oxygen OS 12. Тут разработчики упростили визуальные эффекты, переработали режим концентрации Zen, предложили настраиваемую темную тему, а также усовершенствовали режим Canvas. Также компания декларирует повышение безопасности и надежности, а также улучшенную защиту. В частности, улучшили механизм защиты и упростили доступ к хранилищу данных, а также сделали комфортной сортировку информации. То есть фишек у данной операционной системы очень и очень много, тем более с поднастройкой от компании OnePlus. В основе камеры OnePlus Nord 2 будут датчики разрешения 58,2 мегапикселя. По имеющимся данным, камера новинки не сильно будет отличаться от камеры Nord 2. Фронтальная камера выступит с 32 мегапиксельным датчиком. OnePlus Nord 2 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. То есть как у флагманского OnePlus 10 Pro. Что немаловажно, при проводном подключении смартфон заряжается на максимальной мощности 80 Вт. Этого хватает, чтобы зарядить его от 0 до 100% всего за 32 минуты, что является просто восхитительным результатом. Особенно круто, что необходимый для такой быстрой зарядки блок питания идет с устройством в комплекте. Среди прочего упомянуты экранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC и порт USB Type-C. Ну что же, ребята, с каждым годом компания OnePlus предоставляет нам какие-то интересные решения. Недавно мы получили отличный флагман OnePlus 10 Pro. Теперь мы получаем обновление, то есть с каждым месяцем компания старается удивить своих фанатов, а также простых пользователей. Но тут самое главное, за сколько мы можем купить данный смартфон. 399 евро. Это достаточно интересное решение, которое вы сейчас можете найти на рынке. Ну что же, ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.